Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать один из способов набора первого ряда, который я тоже иногда использую. Например, для изделий из альпаки или мохера, или изделий, которые не предполагают резинки или подгиба. То есть бывает пряжа, которую, например, свитер паутинка, так называемый, в котором нельзя сделать подгиб, потому что он будет сильно толстый. Нельзя сделать резинку, потому что такая пряжа не держит резинку. Тогда я делаю вот такой наборный ряд косичкой. Она хорошо потом отпаривается и не закручивается. Что нам для этого нужно? Нам нужен один из моих любимых инструментов, петли-уловитель, пряжа. И начинаем петлю-уловителем делать цепочку. Но что здесь важно? Здесь важно не перетянуть. Ну и в то же время, конечно, чтобы она не болталась. Потому что если перетянете, то край будет сильно собираться. Ну, если, конечно, для изделия это не нужно, то нужно не перетянуть. А если нужно, например, какие-то потом будут широкие рукава, например, то тогда можно, конечно, и затянуть. Так, мы набрали косичку. Последнюю петлю я вешаю на последнюю иголку вот так и вставляем ее в каретку. Теперь что важно? Важно, чтобы рычаги частичного вязания вот эти стояли на двоечке, то есть были отключены, потому что иголки у нас выдвинуты в переднее нерабочее положение. Все, теперь ставим рабочую плотность, проводим. Теперь мы снова выдвигаем их в переднее нерабочее положение, так же, как мы делали при наборе обвитием. Тоже проводим и делаем все то же самое, как при обвитии. То есть провязываем 4-5 рядов до того момента, пока мы не сможем повесить грузики. Вот. А все почему? Потому что в комплекте Silver SK 280 нету такой замечательной гребеночки с тонкими зубчиками, которая вешается между иголок. Поэтому нам приходится придумывать какие-то другие способы. Так. Допустим, вот так, да, провязали. Смотрим, что у нас получилось. Очень аккуратно, красиво, мне очень нравится. Потом мы все это снимем. После того, как мы постираем, отпарим, этот край, скорее всего, не будет закручиваться. Если же он закручивается, это значит, что либо вы слишком туго сделали, либо слишком тугая плотность, либо слишком тугая цепочка, ну, либо пряжа просто слишком пружинистая, что ли, и она не предполагает. В общем, пробуйте, экспериментируйте и рассказывайте, кстати, мне. Спасибо!